Привет, ребята! Ну вот, наконец, и следующий выпуск нашего шоу. Честно сказать, я на него немного подзабила. Скажем так, 700 просмотров на ютубе не сильно мотивируют тратить все свое время на то, что точно не решит твой финансовый и визовый вопрос в чужой стране. Спасибо вам, друзья, кто активно интересуется нашей судьбой и спрашивает, и пишет. Именно благодаря вам мы снова в обойме и снова будем рассказывать о наших приключениях. Мы также немножко расширим наш формат. Мы будем рассказывать о том, что такое вообще устроиться в незнакомой стране, как это сделать и с какими сложностями вы можете столкнуться. А пока вернемся в середину февраля. Нас только что кинули с квартирой, мы абсолютно не знали, что делать дальше, нам нужна была смена обстановки и небольшая передышка. Кроме того, к нам прилетал наш хороший дружище Серега из Москвы, и мы обещали ему скататься в Сан-Франциско. Хорошее дорожное приключение, да, Александр? Безусловно, очень нравится дорога. Очень. Хорошие песни к нам не приходят, нет? Знаете, Чего я такого? крайне заинтересован в хороших дорожных приключениях. Это все было по-человечески. Чтобы песня была за окном, просто сказка. А за окном имена, да? Как мы едем? Фестиваль калифорнийской песни. Грушинская песня. Чтобы не терять времени даром, я забила в Сан-Франциско акустический концерт. Из 10 баров, в которые я написала, ответил второй. Небольшой, но уютный бар Piano Fight, где в награду за выступление нас обещали напоить и накормить. Остановились мы в гостях у моей подруги детства из Нижнего Новгорода, которая переехала в Америку несколько лет назад вместе с мужем. Дашуля и Димуля, спасибо вам огромное за уют, за приют и за возможность перевести дух. Это было самое лучшее на тот момент. Ну, конечно, не считая нашего первого официального концерта на территории США. Ну что, у нас проблемы в нашем стиле, у нас концерт начинается через полчаса, а Саша и Сережа потерялись в Сан-Франциско. Это клево. Я стою на дороге, привлекаю внимание бомжей и всех остальных и жду, пока они приедут. Но их никого нету, и, к счастью, со мной стоит охранник бара, где мы выступаем, вот он, и объясняет, как отвадить от себя бомжей. У нас остается до выхода на сцену 10 минут, а парней все до сих пор нет. Я их жду уже 50 минут, и я, честно говоря, вообще не знаю, что делать. Ну, просто полный пиздец. Люди начинают уходить из бара. Из-за того, что ни у меня, ни у Сережи на тот момент не было интернета на телефонах, мы нехило заплутали. Произошло это отчасти еще потому, что в половине, как мне показалось, Сан-Франциско нельзя повернуть либо направо, либо налево, движение строго одностороннее. Запутаться очень легко, так же, как очень тяжело найти парковочное место. Собственно, мы проплутали около часа, пока нам не пришла в голову гениальная идея заехать в Starbucks и просто разловить халявный интернет, что мы, собственно, и сделали. Нашли клуб, встретили Нику, которая была в панике, которая не знала, где мы, куда мы пропали, не могла связаться с нами. Но в итоге все прошло очень даже неплохо для нашего первого концерта в Сан-Франциско. Каждый встречный брат вокруг на луках, под знаем солнца высекам по песку, смогла прийти в страну, где нету обид и зла. Слова слетают с губ, я слышу каждый звук, я понимаю, наконец, живая я встречаю золотая страна, которая свой дом нашла. Я вернусь, обещаю сохранить свою любовь. Я вернусь и все исправлю, все, что захочу.
into the video. My name is Essence Alexander. I don't usually go to Piano Fight on a regular basis. I used to work there, so I just stopped in to kind of get a couple of drinks. I was already drunk, and I heard you guys playing, and I was like, what? What is this band? So I had to stop and, like, after you guys were done with the show, stop and talk to you guys and see kind of what, you know, what you guys were doing here, and, you know, what the deal was. А потом у нас была божественная автопати. Что, мою еще не принесли? У меня какая-то дикая острая хуйня, но это так здорово. Essence отвела нас в одну из лучших мексиканских едалин Сан-Франциско. Где моя, ё? А что это у нас тут делается такое, а? Что же это происходит-то? Ребятушки, по российским часам, по По российским. меркам. Да, стукнуло 26 лет уже, представляете? Вот так вот себя обнаруживаешь иной раз с бутылочкой курса лайт в руке. Принимаю поздравления, ребята. Я русский человек, душа русская, душа просит делать это сейчас. А еще русскую душу потянуло на родину. Да, мы в любом случае, у нас открыт вопрос с визой. Нам в любом случае куда-то нужно возвращаться летом. Слушай, ты реально об этом даже думал? Я вообще не думала Конечно, об этом. думал. А мне не хочется нарушать просто законы, потому что если ты нарушаешь закон... Но нет, то подожди, в но какой-то момент... в моей голове все устаканится, типа, ну, Понимаешь? к маю. Мы будем играть, мы будем все больше и больше с кем-то знакомиться, обзаводиться знакомством, все больше и больше совершать выстрелов. Знакомиться? А как мы будем знакомиться, если мы любим сидеть дома? Блин, Играть. что за ебаный в рот? Ты дома сидела, когда Essence к вам подошла и сказала, ебать, я вот такая. Ну бля, ну надо Играть, тогда больше играть. гигов. На нашу поездку в Сан-Франциско пришлось празднование китайского Нового года. И, конечно же, мы ломанулись в центр смотреть парад. Так, чувачки готовятся к параду дальше. Туда понабилась куча китайских детей. Клево иногда побыть туристом. Наступал год огненной обезьяны. Все гороскопы сулят храбрецам небывалый успех, если они готовы преодолеть все преграды на пути к цели. Ну что ж, безумству храбрых поем мы песню.